Привет, друзья! Рада всем вам и спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я решила снять обзор на игры, похожие на Awaken Life. И сразу скажу, почему именно эту тему я выбрала для видео. Меня давно просили снять обзор на Second Life, начать выпускать контент о других похожих играх. И чтобы как-то предугадать вашу реакцию, я решила начать именно с этой темы. Хочу еще раз напомнить, что мой канал для аудитории старше 13 лет, то есть для тех, кого не смущают трусы в кадре. Если трусы как-то противоречат вашему мировоззрению, то, пожалуйста, не издевайтесь над собой просмотром этого видео, потому что речь в нем пойдет не просто про игры, похожие на Awaken Life, а про игры из категории для взрослых детей. Начну я с самого малого и постепенно перейду к более интересному. Поэтому оставайтесь со мной на протяжении всего этого видео, жмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, наливайте чаек и усаживайтесь поудобней. Первая игра, а точнее социальная сеть или крупное сообщество, это Stardoll. Появилась она в 2004 году благодаря скандинавской художнице, которая решила воссоздать любимую игру детства в интернет-пространстве. И изначально игра была примитивна. Просто куколки с личиками популярных звезд, которых можно наряжать в красивую одежду. Но в скором времени эти просто куколки переросли в многофункциональный и популярный проект. К сожалению, игра браузерная, ее мобильная версия примитивна и давно не обновлялась. А это большой минус, потому что игра про общение, про красивые платьишки, в общем, девчачий рай с доступными ценами на мировые бренды типа Gucci или Chanel и круглосуточно открытым торговым центром. Кстати, Sephora была одним из первых магазинов косметики, открытых в Stardoll. И я не шучу, действительно в Starplaza есть магазины мировых брендов с шикарно отрисованной одеждой. Только ради того, чтобы на всю эту красоту посмотреть, стоит зарегистрироваться в игре. Кстати, ассортимент магазинов обновляется довольно часто, и многие вещи лимитированы. Как видите, наряжать аватаров нужно по принципу бумажных кукол. Тоже касается и интерьера. Все, что я здесь построила еще лет 5 назад, можно сдвинуть, передвинуть, но лучше этого не делать, потому что в свое время на создание этой площади я потратила не 1 час. Принцип общения и чатов схож с Awaken Life. Это личная переписка, общение в чатах-комнатах, и я уже забыла, можно ли приглашать друзей к себе в гости. Чат можно создать самому или присоединиться к уже созданным. Еще из интересного есть конкурсы и награды за лучший дизайн, лучший альбом, голосовалочка за девушку с обложки, это в апартаментах других игроков нужно звездочки ставить. Вообще много за что можно голосовать и много что можно создавать. Украшения, парики, одежду. Жаль, только игра утратила прежнюю популярность, потому что мало кто сейчас играет в браузерке такого толка. Вот если бы она была с полнофункциональным мобильным приложением, тогда другое дело. Следующая игра называется Аватарика, она же в прошлом Дом 3. Проект когда-то имел отношение к телеканалу ТНТ и телепроекту Дом 2, где одинокие сердца ищут друг друга на протяжении 20 или 15 лет, короче долго. Аватарика — это симулятор жизни. Я бы даже сказала Sims 2 по-русски и онлайн. Почему именно 2? Потому что графика игры осталась на уровне года ее релиза, и с тех пор мало что менялось. Разве что после разрыва с ТНТ остров любви был преобразован в остров развлечений, и текстура неба стала более красочной. Я когда-то играла в Аватарику, и моя первая реакция на игру была примерно такая: круто, это же Sims, только онлайн. Конечно, остров любви я не застала, но олды нам устраивали экскурсии по миру и показывали былую роскошь Дома 3. Играть в Аватарику, кстати, можно только на десктоп через клиент. Вообще в этом обзоре не будет мобильных игр. Что здесь можно делать? Есть, спать, кататься на автомобиле, ругаться около метро с другими игроками и с ними же играть в мини-игры, боулинг, квазар и, конечно, прокачивать опыт своего персонажа. Кстати, в игре опыт называется престиж. Но стоит учитывать, что чем выше ваш престиж, тем чаще ваш аватар будет хотеть справить свои потребности и нужды. Поэтому в шопе продаются наборы заморозки потребностей персонажа,
которыми вынуждены пользоваться все игроки. Например, престиж моего персонажа 100 с чем-то тысяч, зарплата около 5000, а яблочко в магазине стоит примерно 1007. Так себе ситуация, которая вполне объясняет низкую популярность этой игры. Но стоит отдать ей должное, ведь в свое время она была достаточно многолюдна. Затем часть игроков ушла в Awaken Life, те, кому интересен взрослый контент, ушли в Second Life, но они и раньше туда понемногу уходили, просто не все игроки знали о его существовании. Это карта метро Аватарики, она же и карта мира, в котором поссать в общественном туалете стоит дороже, чем поездка на метро. Но я уже об этом говорила, очень дорого справлять потребности персонажа. Вас буквально вынуждают тратить на игру реальную денежку. Кстати, в Аватарике можно танцевать как в Парапа, если вы поняли, о чем я. Парапа — это еще одна некогда популярная игра, которая тихо доживает свой век. По-моему, танцами поднимается одна из потребностей персонажа и можно прокачивать престиж. Аватарика была бы неплохим симулятором жизни, если бы ей занялись и упростили систему потребностей персонажа. От Awaken Life она отличается только устаревшей графикой и надоедающими потребностями. Ну еще в ней можно на машинках кататься, создавать кланы-тусы и собираться большими компаниями. Третья игра в моей подборке — это Love City. На мой взгляд, это нечто среднее между Аватарикой и Second Life, о котором пойдет речь чуть позже. Внешне аватары мне здесь не нравятся, и я не могу понять, что именно меня в них отталкивает. Вроде бы они проработаны лучше, чем в предыдущей игре, но в то же время есть в них нечто пугающее. Love City — это симулятор жизни, в котором присутствует взрослый контент из категории «А чё, это реально покупают?». Я считаю, что Love City — это Second Life на минималках для тех, у кого слабый компьютер, потому что все, что здесь предлагают за реальную денежку, в секонде можно получить бесплатно или за меньшую сумму. После регистрации ваш персонаж появляется в центре для новичков, где всегда много игроков, но новичков среди них мало. Со мной вступали в диалог неохотно, в кланы не приглашали, потому что, будем честны, новички особо никого ни в какой игре не интересуют. В той же Аватарике я играла прокачанным персонажем, обвешанным разными штуками за реальную денежку, и со мной все хотели дружить, играть, звали меня в тусы, а здесь со мной в основном знакомились такие же новички, как и я. Но стоит отдать должное Love City, им хотя бы занимаются, устраивают разные ивенты, сами игроки что-то организуют, и это приложение связано с одноименным сайтом знакомств. Кликнув на аватар игрока, можно посмотреть его анкету на сайте. Вообще для многих действий приходится переходить на сайт, например, для того, чтобы сделать покупки, и это лично для меня неудобно. Мне кажется, эта женщина танцует в любой ситуации. Я купила себе бесплатную квартиру только для того, чтобы позвать в нее друзей, мне нужен VIP-статус. Здесь вообще для всего нужен VIP-статус, поэтому перехожу к обзору следующей игры. Это Second Life со странными, но всегда оригинальными аватарами, возможностью загружать в мир свой контент, продавать его другим игрокам и зарабатывать на этом реальные деньги. В Second Life сами игроки создают весь контент: одежду, здания, животных, автомобили, вообще все, что вас окружает в Second Life, создано его резидентами. Игра, а точнее трехмерный виртуальный мир с элементами социальной сети, был создан в 2003 году компанией Linden Lab. По-моему, на материке есть музей истории Second Life. Если эта игра вам интересна, то я могу снять на нее отдельный обзор, потому что в отличие от предыдущих игр она популярна и оригинальна. Love City, IMView и Awaken Life являются лишь упрощенными копиями Second Life. Конечно, каждый из этих проектов после начал развиваться по собственному сценарию, но все мы понимаем, что было взято за основу. Внутриигровую валюту Linden доллары можно заработать, выполняя квесты в Linden парке. Можно заработать рыбалкой, еще есть разные виды кемпинга, о которых можно рассказывать очень долго. Ну и конечно, самый прибыльный и популярный способ заработка – это продажа собственного контента. Большой минус Second Life в том, что на слабых компьютерах он не работает, а на более мощных часто лагает. Во многом это зависит от загруженности локаций объектами и уровнем настройки графики. Мобильной версии, к сожалению, тоже нет, и это сильно огорчает. Из развлечений есть разные ролевые игры типа вампиров и оборотней. Они там кусают друг друга, кусают вас, после предлагают вступить в их профсоюз, а затем вы дружно ищете новых жертв. Помимо вампиров есть много других ролевых игр, но я в них не участвую, потому что не люблю водить хороводы. Мне больше нравится путешествовать по миру и изучать красивые локации.
Я не стала добавлять в эту подборку IMView, потому что об этой игре есть отдельный плейлист на канале. Ссылка на него сейчас появилась на экране, и я добавлю ее в описании к видео. Если такие игры вам интересны, то обязательно пишите об этом в комментариях. И если не интересны, то тоже пишите, потому что мне важно знать ваше мнение. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока!